Здравствуйте, дорогие мои! Сегодня я покажу вам, как вязать горловину. Образца у меня нет, так как это деталь, которая вяжется для изделия в единственном экземпляре. Основа горловины будет шнур-гусеничка. Как вязать шнур-гусеничку, многие знают. Для тех, кто не знает, повторяем. Делаем первую петлю. Затем 2 воздушные петли, 1, 2, и во вторую петлю от крючка вяжите первый столбик без накида, поворачивайте, и вот в эту петлю с другой стороны, вот одна ниточка, делайте второй столбик без накида и снова поворачивайте вот таким образом. И теперь вводите крючок под 2 петли сбоку, которые хорошо видно, и делайте снова столбик без накида, это уже третий. Третий и все последующие столбики делаете под 2 петли, которые видно сбоку. Вот 4-й столбик, 4-й, 5-й, 5-й. Перед нами сейчас стоит задача связать шнур-гусеничку такой длины, какая необходима вам будет для обтачки горловины. То есть для этого вам нужно на выкройке или на себе, или на манекене промерить сантиметровой лентой и определить, какой длины вам нужна будет ваша ленточка. Поэтому продолжайте вязать до нужной именно вам длины для вашего размера. Так, смотрите, вот у меня получился шнур вот такой вот длины, которую я определила так, чтобы у меня он выкладывался вокруг горловины вот таким вот колечком. Вот такое вот колечко у меня должно получиться. У вас это колечко может быть больше или меньше, в зависимости от того, насколько вам комфортно, чтобы закрывалась ваша шея. После того, как вы связали шнур нужной длины, соедините его в колечко и начинайте делать обвязку. Делаем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И столбик без накида, пропустив в нижнем ряду 3 петли. 1, 2, 3 петли пропускаем. В 4-ю вводите крючок и делайте столбик без накида. Вот должна получиться вот такая вот арочка небольшая. Дальше опять 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель. 1, 2, 3 пропускаем, в 4-ю вводим крючок, сделайте столбик без накида. И таким образом арочками по 5 воздушных петель, 3, 4, 5, закрепленными в каждую 4-ю петлю, нужно обвязать весь ряд. Итак, круг почти завершен, да, вот доходим до соединения. И заканчиваем еще несколько арочек. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 пропустить. Ой, 3 пропустить, в 4-ю провязать. Еще 1, 2, 3, 4, 5. И 1, 2, 3, 4. И в 4-ю столбик без накида. Вот смотрите, у меня в конце получается вот как бы такой немножечко не совпало с раппортом. Ну, ничего страшного, я думаю, нет. Если мы сделаем 2, 3, 4, 5 и закрепим ее вот здесь, в начало первой дужки глухой петлей. Все, вот смотрите, вот такая вот у нас получилась с вами обвязка, да, вокруг шнура
будем вязать под вот эти вот дужечки, под цепочку, столбики без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот так вот. 6 столбиков без накида должно поместиться под вот эту дужку. Под следующую точно так же 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, старайтесь распределять столбики равномерно по арочке, чтобы получалось красиво. Итак, смотрим. И теперь продолжайте до конца ряда по кругу обвязывать арочки столбиками без накида. Итак, заканчиваем последнюю арочку. 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Все. Теперь вот сюда вот в последнюю, в первую петлю сделайте так вот глухую петлю соединительную, чтобы как бы совсем ушло все на нет. Итак, будем начинать следующий ряд. Вокруг вот этих вот арочек вторым рядом обвязки я хочу сформировать такие вот как будто лепесточки. Для этого мы имеем здесь 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И вот давайте попробуем, да, сформировать лепесточек. Значит, в первую петлю делаем столбик без накида. Во вторую петлю делаем столбик с накидом. В третью петлю делаем столбик с накидом. И еще один столбик с накидом в третью петлю. 2 получается, да. В четвертую петлю также делаем 2 столбика с накидом. 1 и 2. В пятую петлю делаем столбик с накидом. 1. И в шестую петлю делаем глухую петлю. Вот так вот, чтобы лепесток как будто ушел на нет. Дальше начинаем следующую арочку точно так же. Столбик без накида. Во вторую петлю столбик с накидом. В третью петлю 2 столбика с накидом. 1 и 2. В четвертую петлю также 2 столбика с накидом. 1 и 2. В пятую петлю столбик с накидом. И в шестую петлю делаем глухую петлю. Просто вот так вот. Полустолбик или глухая петля. И вот должны получиться вот такие вот лепесточки. И вот таким вот образом, вот такими вот лепесточками продолжайте вязать по всему кругу. Итак, вот смотрите, я заканчиваю круг. Остается одна арочка. Давайте ее также обвяжем лепестком. 1 столбик без накида, во вторую петлю столбик с накидом, в третью петлю 2 столбика с накидом, 1 и 2 столбик, и в четвертую петлю также 2 столбика с накидом, 2, 3 и 2 столбик сюда же, и в пятую петлю столбик с накидом, и в шестую петлю глухая петля. И вот смотрите, обвязка закончена. Теперь
я хочу вывести петлю вот на эту сторону. Сделать еще один раз ряд обвязки по изнаночной стороне. Нужно сделать пару глухих петель вот так вот за одну ниточку, еще одну глухую петлю по изнанке, и вот вы выйдете вот сюда к внутренней стороне нашей обтачки горловины. Это для того, чтобы я хочу еще вот с внутренней стороны связать еще один ряд обвязки. Ну, как бы хочется мне, да. Сделайте воздушную петлю и в следующую петлю просто глухую. Снова сделайте воздушную петлю и в следующую петлю на шнуре просто вот так глухую. Снова воздушную петлю и глухую. Снова воздушную петлю и глухую. Воздушную и в следующую петлю глухую. И вот смотрите, вот таким вот образом: воздушная, глухая, воздушная, глухая. Таким вот образом вот у вас должна получиться вот такая вот зубчатая как бы косичка. И обвязочка симпатичная, но совершенно несложная. Таким образом продолжайте до конца круга. Воздушная, в следующую петлю просто глухая, воздушная, глухая, воздушная. После того, как вы закончили обвязку вот этой вот части, да, у вас должен получиться вот такой вот кружочек. Я его измерила, получился где-то 22 сантиметра в диаметре. Ну, это, опять же, я говорила, что размеры вы подбираете в соответствии со своим размером и со своей моделью. Сейчас я хочу показать вам, как украсить вот эту вот ленту такими вот бусинками. Вот эти у меня малахитовые бусинки, которые я использую во всем этом изделии. И я их буду вшивать вот сюда вот. Вот в каждую вот эту вот дырочку мы сейчас с вами вошьем по бусинке. Для этого возьмите обычную катушечную нитку подходящего цвета и заправьте ее в иголочку. Лучше с изнаночной стороны давайте закрепим нитку, просто протянув ее под петли шнура гусенички. Не надо вязать узелков, потому что от узелков потом некрасивые остаются хвосты. Вот так вот затянули, и теперь еще раз протяните ниточку вот сюда. Ниточка держится. Теперь нужно взять бусинку и вшить ее вот в этом месте. Вот вы ее к середине ниточку выводите. Теперь вшиваете бусинку, втягиваете вот сюда, располагаете и закрепляете. Нитку я втянула в 4 сложения, чтобы делать все одним стежком, чтобы нитка была крепкая. И вот за пару ниточек здесь цепляете, подтягиваете и обратно вводите иголку в бусинку. И теперь по шнуру гусенички вводите крючок, вводите иголку и протягиваете нитку до места следующей бусинки. Вот сюда вот протягиваете до следующей бусинки.
Вот так вот будет выглядеть с лицевой стороны. Протянули до серединки вот этого вот элемента, вот этой дырочки. Берем следующую бусинку. И располагаем ее также вот в центре. И закрепляем за пару ниточек. Вот так вот иголку протягиваете. И возвращаемся назад через дырочку в бусинке. Возвращайтесь назад и продолжайте дальше. Опять протягивайте ниточку под петли шнура гусенички до места следующей бусинки. Вот до вот этого места. Шнур гусеничку растягивайте для того, чтобы не затянуть. И следующую бусинку располагаем точно так же и закрепляем за пару ниточек. Вот здесь вот в этом месте за пару ниточек аккуратненько. Ну, в общем, принцип понятен, да. И вот по всему кругу продолжайте вшивать бусинки вот таким вот образом. Ну и вот результат ваших стараний. Должна получиться вот такая вот обтачка горловины с вшитыми в нее бусинками. Вот посмотрите поближе, как они выглядят. Желаю вам творческих успехов. До свидания.